Всем привет! Сегодня хотел вам рассказать про интересную идею, которая пришла мне в голову и которую я последнее время бегаю, вынашиваю, перевариваю и думаю, как вот с этим жить. Я решил собрать все силы в комочек и переехать в англоязычную страну для долгого проживания, то есть получить легализацию. Кот наказан стоит в углу. Базовая мотивация вот какая. Есть некоторое будущее, которого хотелось бы избежать. Возможно, у вас тоже, как и у меня, есть старики, дедушки с бабушками, родители, которые будущее выглядит примерно вот так. Они доживают, иногда кажется, что они доживают свой век, без каких-либо перспектив и, самое главное, без каких-либо активов, которые могли бы поддерживать достаточный уровень кайфового существования. А вот $100-200 пенсии вообще никак не привлекает, и вообще не хотелось бы оказаться в ситуации, когда придется жить на $200. И это будет вот от сегодня до земелюшки. Что бы мне хотелось, это быть максимально активным до преклонных лет жизни, везде путешествовать, чтобы мир был открыт, чтобы мне не нужно было как лох стоять и получать визы, каждый раз доказывая, что я не кусок говна, и дайте мне, пожалуйста, посмотреть на современный мир. Короче, быть панком до победы, вообще, до преклонных лет. А это позволит мне только, если у меня будут дивиденды, активы, маленькие бизнесы, и никто их у меня не отожмет, потому что у нас неожиданно тут санкции, война, еще какая-нибудь херня, изменения в законах, какая-то стабильность нужна. Мне должно быть похер на пенсию, это важно, и хотелось бы, чтобы все-таки лекарства были доступны, и любое лечение, даже пускай оно очень дорогое, я гипотетически мог его получить и не умереть из-за того, что мне где-то кто-то визу не открыл, и я не смог выехать вовремя и полечиться. Конечно, это будущее, которое пугает. Что сейчас? Я, во-первых, уже очень хорошо знаю про постсовок. Я в нем прожил треть жизни. Он примерно так. Варламов в целом это все в роликах показывает. Ничего нового, да. Молодец, Варламов показал. Даже солнечная Беларусь, если вы посмотрите, она действительно так и выглядит. Людей в городе маловато, на улицах никого нет. То есть, как есть, да. Возможно, иногда один человек пройдет, порадуется 9 мая или какому-нибудь очередному постсоветскому празднику. Что я знаю? Я лично знаю, что этот регион, Беларусь и все вокруг, это какой-то для меня негативный регион. Тут никогда не будет стабильно в ближайшие лет 10, это точно. Про мнимую стабильность говорить не приходится. Тут очень такой агрессивный регион, нестабильный. Конфликты. Конфликт с Украиной не закончится в ближайшие 1 год, 2 года. Даже если он закончится миром, в головах останется ненависть друг к другу, и, этот регион недоброжелательный, тут не будет какого-то великого развития и кайфа от жизни. Есть регион, который мне не интересен, Центральная Европа. Почему он не интересен? Во-первых, он старый. То есть, если у тебя нету старого капитала, каких-то бабушек, дедушек, которые накопили, открыли кафешку, купили гектары земли, то с нуля, как у меня, будет достаточно сложно там развиваться. Да, можно набрать ипотеки, кредитов, и все. На этом вся жизнь закончится. И все новшества. Есть желательный регион Британии. Он тоже старый, но там, по крайней мере, как современный Нью-Йорк, есть какое-то развитие, много возможностей и жить в действительно стабильном обществе. Что очень важно для меня. На текущий момент у меня маловато ресурсов, они стремятся к нулю. Пока суть до дела, Егор потратил все, что можно было потратить, думая, что делать. Но между тем у меня появился план. План достаточно конкретный, что делать. То есть я проанализировал много стран. В какие-то я еще не ездил, но планирую съездить. То есть я для себя выделил, если взять всю землю, я для себя выделил несколько мест, где мне хотелось бы оказаться и жить. Япония, Британия,
Израиль. Я даже искал долго свои еврейские корни. В Беларуси оказалось очень много евреев, и еврейских корней достаточно много, чтобы можно было их найти. Но мои еврейские корни где-то в Украине потерялись, поэтому сложно. Израильский план пришлось поставить на паузу. Возможно, жениться на девушке с израильским паспортом. Это будет лучшая идея. В общем, еще я думаю про Голливуд, потому что там рядом хорошая в целом природа, климат. В целом это больше всего привлекает именно климатом. Есть еще классные места, как Кейптаун в Африке и Австралия с Хью Джекманом. Да? То есть Австралия классная вообще тема. Если бы я выбирал, куда поехать, мои топ 2-3 места, Австралия была бы номером 1. Возможно, Кейптаун, возможно, Израиль, вот, возможно, Япония. Ну, в Японии хотелось бы пожить какой-то период, просто кайфануть от их самобытности. Но если мы подойдем к этому немножко более углубленно, я точно не хочу тратить свою жизнь на изучение еще там 50 языков и чувствовать себя лохом все равно, потому что до нейтива мне будет далековато, да, даже если я потрачу год-два на обучение какому-нибудь там польскому или испанскому, я думаю, я все еще буду недостаточно хорошо его знать, чтобы чувствовать себя в своей тарелке. Поэтому я подумал, я уже знаю английский, давайте все страны остальные забудем, где на английском говорит меньшинство, да, мы про эти страны просто забываем, и я решил сфокусироваться на англоговорящих странах. Тогда остается выбор простой: Британия, Америка, Кейптаун и Австралия. Но если мы еще наложим, а где можно позаниматься айтишкой, что мне в целом важно, мне интересна IT-культура, технологии, какая-то ассоциация на хорошее, доброе будущее. Так вот, из всего списка остается только 3 страны: Британия, Голливуд, то есть Америка и Австралия. Вот те страны, куда бы я поехал. При том, что если говорить конкретно и ставить какие-то приоритеты, то, скорее всего, Австралия будет номером 1, единичка, да? Британия будет номером 2 в списке, и 3 будет Америка. Потому что в Америке есть много минусов, если туда переезжать, а Британия все-таки не очень далеко от Беларуси, что можно летать к родителям, родственникам и так далее, особо не привязываясь к ним, но все равно. А вот с Австралией уже тяжело, то есть тогда мой список немного перевернутый. Британия на 1 месте, Америка на 2 месте и Австралия на 3. Ну, по списке приоритетов, куда бы я поехал в первую очередь. Хотя при всем при этом Австралия очень желанное место, там точно всем насрать на любые конфликты, которые происходят в Европе. Потому что они очень далеко. Вот сейчас, между прочим, на дворе апрель. Так что вообще не то настроение. Вообще. Привет, друг! Сегодня я хочу рассказать тебе о запуске своей новой программы для тех, кто стремится развивать свой бизнес, свое бизнес-мышление и продвигаться по карьерной лестнице вверх. На обучении мы не будем развивать технические навыки, как на других проектах, а скорее будем говорить про маленькие, тоненькие нюансы в бизнес-мышлении, в софт-скиллах, как это где применять. Это программа для тех, кто уже достиг своего потолка и хочет двигаться дальше вверх, достигать успехов. Также будет полезно для ребят, у которых уже есть свое дело, свой стартап, свой бизнес, какие-то идеи. Что ждет тебя в обучении? В первую очередь это регулярные встречи со мной и Алиной, вторым соведущей, где мы будем разбирать вопросы, связанные с карьерой и бизнесом, бизнес-мышлением и многими другими вещами. Мы не будем брать информацию готовую, из воздуха. Мы будем анализировать реальные кейсы, с которыми вы придете, и искать решения. Также важной частью программы будут групповые упражнения и обмен опытом с другими участниками. На наш взгляд, успех – это командная игра. Даже если есть конкуренция, она возможна только в определенных рамках. Как, например, футбол, игра в баскетбол. Игроки внутри команды сотрудничают, чтобы победить, хотя им приходится соревноваться между собой, чтобы иметь хорошую статистику, чтобы построить свою личную крутую карьеру.
Мы за сотрудничество в решении актуальных проблем, которые здесь сейчас помогают тебе двинуться вверх. Поэтому наша цель — научить вас сотрудничать и в то же самое время научить вас конкурировать друг с другом. Мы не предлагаем готовые решения. Мы погружаемся в те проблемы, с которыми вы придете, в те кейсы, которые у вас есть, и научим вас выходить из них и решать их. Ты будешь видеть свой прогресс, мы будем видеть, как ты решаешь проблемы, как ты работаешь с ошибками. Мы дадим тебе теорию и практику, которая поможет тебе преуспеть. Все встречи будут проходить в формате онлайн. У тебя будут все ресурсы, чтобы изменить свою жизнь. Но результат будет зависеть только от тебя. Поэтому не упускай возможность сейчас перейти вниз по форму и отправить заявку. Мы тебя ждем, так что увидимся. Пока. Размышляя об этом, я вспомнил про ролик про релокацию, в котором Даша рассказывала, как... Вот девушка-продакт сеньорный, там суперский проект, они просто больше платить не могут, но зато они релоцировали их всех, то есть они, мы тебе поможем, и это было... Я решил написать ей сразу, спросить, может ли она чем-то помочь. Вот. На что она мне сразу прислала много всего, и давайте обсудим. Насколько сложно легализоваться в другой стране, особенно, например, в Британии. Потому что поехать в Польшу по польской визе, делая фальшивые документы, или поехать в Испанию по фальшивой стартап-визе, это звучит несложно. Даже румынскую визу и гражданство получить кажется проще, чем поехать в Британию. Или Америку. То есть кажется, что вот эти три страны, Австралия, Америка и Британия, они достаточно закрыты. Это первый. Найти работу в Британии, да, но при этом всем придется падать на колени, умиляться и говорить: пожалуйста, возьмите меня на работу, пожалуйста, я очень хочу. Вот преклонить колено перед каким-нибудь работодателем. Вот. Есть второй план — делать стартап. То есть мы едем в страну делать стартап, но опять это все превращается в то, что нам нужны какие-то питч-деки, нам нужно там опять бегать, прыгать, танцевать, рассказывать: да, это сейчас все изменит мир. Хотя реальный бизнес так не делается, как стартапы. Стартапы — надежда на то, что ты найдешь фонд или найдешь лоха, который даст тебе миллионы долларов, и ты на этом, типа, я стартапер. Возможно, что-то удастся вам там намыть, но мне не хочется этим заниматься. Вот. Есть еще вариант быть талантливым. И мне он нравится больше всего. Достаточно кажется, что быть талантливым не так сложно. Мне мама говорила в детстве: Егорка, ты талантлив, ты такой молодец, ты всего можешь достичь, ты просто волшебный. Поэтому я верю, что я талантливый. Поэтому виза талантов, она, мне кажется, хорошо может сработать. Если говорить про приоритеты во всем этом, то я бы сказал, что я бы время вложил в визу талантов вот половину, потому что мне кажется, у меня там своего контроля, своих возможностей, как минимум больше, чем найти работу. Когда я ищу работу, я завишу целиком от работодателя. Вот он в хорошем настроении, в плохом настроении, готов он со мной работать, не готов, нравится ему мой английский, нравится ему моя прическа, нравится, как я говорю вообще. Очень много «если». Моего контроля, моей ответственности здесь очень мало. Я могу повысить свои шансы, делая красивые резюме и как-то продвигаясь в LinkedIn и каких-то других социальных сетях с фокусом на работу. Но моего контроля реально мало. Я бы сказал, мой контроль — это 15% вообще от всех усилий в поиске работы. Да, мне придется много делать вот такую огромную широкую воронку, общаться с большим количеством работодателей, чтобы достичь успеха. Это тоже рабочий вариант, вполне нормально. Со стартапами это как типа 30% моего контроля личного, потому что я могу взять любой готовый стартап, разложить его обратно в pitch-deck, упаковать и поехать его продавать. Почему нет? Сколько чатов у нас? Один? У нас много чатов. Telegram тоже когда-то был стартапом, при этом был Skype, до этого были еще ICQ и куча других мессенджеров. То есть Telegram, являясь стартапом, все равно запускался после того, когда уже миллион одинаковых стартапов с чатами уже существовало. Поэтому ничто не мешает взять готовый стартап, разложить его в pitch-deck и поехать его спичить и рассказывать, что я в это верю, это изменит мир и так далее. Вот эта вот история. Поэтому там больше моего контроля.
главное выбрать тему, можно не угадать с темой, которая не зайдет никому, и тебя просто не пустят по стартап-визе в Британию. Потому что там они все-таки будут смотреть. То есть это не стартап-виза в Испанию, когда ты просто говоришь, я делаю стартап, и тебе говорят, окей, иди делай. Вот. Ну и, короче, если обобщить вот эту вот легализацию, то я бы сфокусировался на визе талантов, прошел бы вот весь путь, и в конечном итоге бы уже через визу талантов искал бы работу, и это дало бы мне больше денег. Потому что если мне приходится вот падать на коленки и умолять, пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня на работу, то здесь я себя обесцениваю, то есть я буду стоить дешевле просто чувака, у которого есть разрешение на работу, я буду просто тупо дешевле, а значит, ко мне будут относиться как снисходительно, мол, ну мы же тебя позвали к нам, мы же за тобой ухаживаем, вот, не хотелось бы. Поэтому, если хочу больше денег на выходе, у меня остается один путь, виза талантов и, возможно, pitch-deck. Но ничто не мешает мне параллельно искать работу. Возможно, кидая монетку, она иногда может стать на ребро, поэтому почему бы не попробовать. Уезжая из Беларуси, можно в Беларуси что-то организовать. Или в какой-то стране, в которой все понятно по правилам. Да? Это позволит поддерживать штанишки, находясь в другой стране. То же самое можно было бы сделать, работая на себя. Вот, например, YouTube может меня поддерживать, если я окажусь в Британии. Вот. А инвестор с деньгами, у меня пока недостаточно денег, чтобы инвестиции могли на меня как-то работать, поэтому этот план не работает. И вот эта вся мотивация к тому, чтобы со временем переехать в страну, где активы будут доступны. В Беларуси очень много недоступно финансовых инструментов для таких нищебродов, как я. И вообще, они все фальшивые, то есть давайте так честно назовем. То есть это все деривативы. Если какая-нибудь компания попадет под санкции, которые мне продают деривативы, мои акции превратятся в труху. Вот. Поэтому в реальности мне активы сложно наращивать в Беларуси, поэтому пофиг на Беларусь. Вот. У меня есть конкретный план и бюджет. То есть я готов потратить на это до года. И я как раз планирую вот это вот весь свой путь по переезду выкладывать раз в месяц на YouTube в виде обзорчиков, краткой нарезки того, что было проделано, чтобы вы могли повторить, либо понимать, что это достижимо. Да? То есть любой путь достижим, главное верить. Плюс у меня будет бюджет до $25 тысяч, которых сейчас нету, которые еще придется заработать. Где и как я их заработаю, я не знаю. По дороге придумаю. То есть есть год, где-то за год надо взять 25 тысяч, которые будут потрачены на легализацию и переезд. Вот. И это можно сравнить с обучением в Гарварде. То есть технически, если вы подумаете, окей, Егор, ты готов потратить 25 кусков на что? На визу? Чё? Но если сравнивать это с обучением, что в процессе прохождения вот этой всей легализации я чему-то научусь новому, что сделает меня более конкурентоспособным и позволит мне шире смотреть на мир, иметь больше возможностей, включая финансовых, то можно сравнить с Гарвардом. То есть люди тратят по 45, по 70 тысяч долларов в год. Даже с учетом каких-то там скидок и прочих, они все равно тратят 16 кусков на обучение в Гарварде. То есть это в год. Это примерно как в фильме «21». Да? То есть когда нам надо рассказать какую-то крутую историю, что мы достигли. Вот крутая история. Егорка собрался в Британию на шаге номер 1. И давайте немножко про визу талантов. Прикол в том, что она дается до 5 лет, что круче, чем туристическая виза. Для белорусов туристические визы даются на год, на 3 месяца, на 15 дней, и ты никогда не знаешь, насколько тебе дадут. Ты платишь по 300 евросов за каждую визу, сейчас вот со всеми этими санкциями, войной и прочим, 300 евро, и никто тебе ничего не гарантирует. Ты просто платишь бабки и их нет, их больше нет. Поэтому до 5 лет звучит хорошо. Эту визу можно продлевать снова и снова, находясь в Британии. И через 3 года проживания в Британии можно уже получить ВНЖ со всеми вытекающими. Что дает виза?
Мы можем работать по найму, занимать всякие директорские должности, быть самозанятыми, менять работу, согласовывать заявки на визу, быть волонтером, возить с собой супругу, детей и так далее. То есть эта виза, если мы получаем визу талантов себе, то мы с собой можем там целую орду перевести людей, которые являются нашими родственниками, женами или фальшивыми женами детей. Мы можем там из дома набрать, перевести. Ну, то есть есть куча вариантов, что мы можем с этим делать. Но мы не сможем получить государственное финансирование, ну и похер на него. Ну, фонды пускай пилят другие ребята. Врачом я тоже работать не хочу, и стоматологом тем более. В качестве профессионального спортсмена или тренера, ну, мне мои травмы уже не позволят, так что пофиг. Все, что нужно, чтобы сделать визу талантов, на самом деле, это всего 3 простые вещи. То есть нужно personal statement, по сути, нужно сделать некоторое мотивационное письмо. Нужно сказать: пожалуйста, пожалуйста, я очень хочу, у меня есть блогерские очки, ну, пожалуйста, возьмите меня к себе в Британию, хочу у вас в Британии работать, хочу стараться, хочу... Короче, суть мотивационного письма — донести, какую выгоду они получат от вас и какую выгоду получишь ты. То есть, по сути, должен быть так называемый win-win. Также нужно сделать 3 рекомендательных письма. То есть, по сути, нужен нетворк, какие-то знакомые ребята, чье мнение может быть авторитетным для визового вот этого центра, который будет выдавать визы. И в конце нужно доказать, что ты не лох. Ну, стандартные критерии отбора и получения виз, любых, туристических в том числе, что ты не лох, а специалист, и что тебе можно доверять, что ты в профессии можешь что-то достичь. Мне кажется, доказать, что я не лох, можно некоторыми способами. Во-первых, записаться на конференции, что я в целом постараюсь сделать. Вот летом, в сентябре будет проходить куча всяких конференций, айтишных, европейских и так далее, на английском языке. И можно выступить как спикер. Это несложно, и это я расскажу, чем дальше мы будем идти по этому процессу. Если вы будете со мной, то тем больше всякого закулисья я вам покажу. Поэтому покажу, как стать не лохом, и эти 10 доказательств — это несложно. То есть мне кажется, что один раз, доказав, что я не лох, и я смогу получить визу талантов, я смогу наконец-то открыть для себя весь мир, не бояться, что меня где-то там закроют, или окажусь в какой-то ловушке, например, польской ловушке, или еще какой-то ловушке с ипотеками, с какими-то большими налогами и невозможностью иметь кэш на руках, чтобы куда-то дальше двигаться. Вот. У меня будет возможность выбирать. Я не буду зависеть от работодателя, от каких-то политических изменений. И виза талантов, которая работает в Британию, и вот этот список документов, он точно так же подходит для визы талантов в Америку. Он также подойдет для визы талантов в Австралию. То есть технически, не завися ни от кого, я могу сам себе организовать свое будущее. И пускай за деньги, но я смогу снова и снова это самостоятельно переоткрывать, продлевать и так далее, и иметь достаточно большую свободу в перемещении жизни, организации своего быта и тех же самых доходов в перспективе. То есть это работа на перспективу 3, 5, 10 лет. Не на месяцок, не на год. В течение года я, конечно, в деньгах сильно просяду, занимаюсь этим всем, но в перспективе я наконец-то избегу вот этого страшного бедного будущего за $200 пенсии. Пока я рисовал схемы и разбирался с тем, что Даша прислала, она же написала и предложила сходить на карьерную консультацию к некой Юле. Я так поразмышляла, подумала, почему бы и нет. И... Хорошо. Ну, в общем, мы на «ты», все как обычно. Так, смотри, по поводу стран, которые ты супер хочешь, хорошо. На всякий случай, Ирландия англоговорящая, Нидерланды, считай, англоговорящие, в Канаду тоже можно поехать. Ты их вообще не рассматриваешь или как у тебя? Я просто про Ирландию не думал, про Нидерланды. Я сколько не пробовал в Нидерланды, мне вот ни разу не получилось трудоустроиться, поэтому я пометил как галочкой, типа, невозможно. И по поводу Канады не думал.
Окей. Можно я тебе тогда тут прокомментирую? Я тебе не то чтобы прям там говорю, вот обязательно нужно, но я со своей точки зрения просто вижу, что здесь могут быть возможности. Ирландия Хорошо. по-прежнему пока что еще хаб со своими налоговыми нюансами, то есть там очень много технических компаний, и она англоговорящая. Специфические, Супер. но тем не менее. Второй момент. Нидерланды по-прежнему во-первых, я там жила 4 года, я и теоретически, и практически знаю. Это страна, которая очень открыта к экспатам, особенно к high-skilled мигрантам, которые это чаще всего IT, не только, но чаще всего. Туда по-прежнему сейчас люди получают офферы и переезжают, то есть там нет никаких ограничений. И там действительно вся и стар, и млад, все говорят на английском. Здорово. По реалистичности Нидерланды сейчас, вот если так анализировать, в том числе наш опыт, туда больше офферов, больше переездов, чем в UK и США. Вообще отлично. Вот. Про Канаду, почему я про нее вспомнила, потому что у тебя звучала фраза там получить ВНЖ. Вот Канада — это тот вариант, куда есть, если ты по скору проходишь, то туда можно получить ВНЖ, а потом искать работу. А что значит по скору проходишь? У них есть система, когда ты заполняешь анкету определенную, да, и если ты набираешь определенный балл, тебе дают визу, по которой ты можешь переехать и на месте искать работу официально. Понял. Прикольно. Вот. Это тебе, наверное, не решать сейчас, но подумать, возможно, ты расширишь свои варианты, особенно после нашей встречи. Деталей становилось все больше. Вот. Угу. По документам это сейчас, опять же, усложнившаяся вещь. Вот. Соответственно, несмотря на то, что все удаленка и все такое, есть еще важный момент, как тебя оформлять. Так. И как тебя взять, и как тебе выдать визу. Вот. И всем из СНГ сейчас стало в разы сложнее, по понятным причинам. Угу. Вот. Но то, что у тебя есть виза рабочая в Польше, да, это хорошо. Я так понимаю, что у тебя есть там все карточки там, и так далее, правильно? Я ИП не открывал еще. То есть я просто открыл визу и все, я на этом остановился. Вот. Либо это подразделение компании, да, которые там базируются в каком-то другом офисе, потому что в США, особенно если посмотреть, самое часто это когда перевозят внутри компании. Да, я поэтому думал про Британию, потому что там в Британии есть компании, которые перевозят, вот Ирландия, и ехать туда, и потом уже оттуда там как пойдет. Окей. Для лид-позиций всех, когда я имею в виду лид-позиции, я давай их возьму здесь в кавычках, я имею в виду все, что связано с управлением людьми и процессами, английский должен быть, ну, как бы B2 разогнанный минимум. Угу. Вот, то есть это к тому, что мы с тобой будем, в том числе мы с тобой, и ты потом будешь приоритизировать свои варианты. То есть я ни в коем случае не ставлю под сомнение твои скиллы, но эта штука, если ты приходишь, у тебя команда, там, не знаю, 2 румына, индус, украинец и американец, а тебе нужно отвечать за результат. Ну, то есть это может быть большой проблемой, и вот здесь это, конечно, играет супер большую роль, насколько ты четко, быстро выражаешься. То есть для разработчиков тут немножечко можно зайти с разработческой истории на текущем уровне, подтянуть его. Да, я слышу, окей. Я вот. устраиваю. Да, поняли друг друга. Да. Пока Юля рассказывала, я все больше и больше начинал задумываться о том, что в целом мой план достижим. Во-вторых, все должны знать, что ты рассматриваешь предложение, что ты в поиск. Так. Если ты не можешь делать это открыто, ну тогда это список там ключевых людей, и ты с ними общаешься в личке об этом. Хорошо. Вот. И третий момент – это выстраивание нового нетворкинга под твою цель. То есть, если ты хочешь попасть в какой-нибудь UK-шный или американский стартап, то ты должен по факту практически каждый день общаться с C-level и хайринг-менеджерами из стартапов, с CPO, с VP of Engineering и владельцами стартапов. Вот это нетворкинг.
который работает, который приносит и интервью, и офферы. Рекрутерам каждую минуту присылают по 500 сообщений. Так, каждая минута 500 сообщений. Ну, я утрирую, конечно. То есть очень большой, очень-очень большой поток. Поэтому, если нету совсем уникального УТП под конкретно вот эту позицию, то с рекрутерами стоит общаться скорее после отклика, да, когда ты пингуешь и говоришь, что я сделал отклик там, на вашем карьерном сайте, да, мне было бы важно понять, как у вас проходит процесс и так далее. Угу, слышу. Вот. А вот сам нетворкинг — это совершенно другая задача дополнительная. Мы еще достаточно долго разговаривали с Юлей про мои личные особенности, нюансы, но that's personal, поэтому оставим это за кадром. И в конце она мне выдала огромнейший чек-лист и домашние задания, что делать. Какую-то дорожную карту мы вместе нарисовали, по которой буду двигаться, и как раз с вами делиться в следующих роликах. Так что не теряемся. Будет много чего интересного. Вот такой вот план. 2023. Побег из Белоруссии в Британию. На этом у меня все. И приду с новыми идеями в следующем месяце по этой теме. Пока.